Обожаю грузинскую музыку, к сожалению, не умею танцевать под нее, так бы я станцевал. Если вы умеете, вставайте с дивана и станцуйте, чтобы поднять себе настроение. Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Позади меня грузинская машина, которая вызывает много споров, много мнений, но самое главное, что она у нас есть, и она требует небольшого ремонта. После последних покатушек, если вы случайно не смотрели, обязательно проходите, здесь я закину ссылку. Выявилось то, что у нас проблема с радиатором, вентилятор зацепил за радиатор и немножко там сделал небольшое отверстие. Я уже слазил, посмотрел, в принципе его можно устранить, не снимая радиатор, просто запаять сверху. Сейчас я заползем туда и покажу. Также в этой серии я планирую испытать наш кузов. К сожалению, кто-то украл гидробак, и поэтому мы не можем его испытывать. Но обязательно нужно эту систему сейчас попытаться восстановить. Надеюсь, у нас это получится. Надеюсь, все шланги там живы, так сказать. Вот, поэтому займемся всеми этими мероприятиями. Так что вы, друзья, присаживайтесь поудобнее. Приятного вам просмотра. Ну а мы начинаем. Что у нас по радиатору? Здесь вот сверху образовалось вот такое отверстие. И по следам припоя, я так понимаю, что это не первый раз. Вот. Сейчас я попытаюсь это запаять. Дело все, погреем, почистим. И хочу обрезать вентилятор. То есть нам, я думаю, нужно по сантиметру отрезать от каждой лопасти. И проблема с этим уйдет. Мне так кажется. Пробуем. Что нам нужно? Кислота, обычная паяльная кислота, припой и газовая горелка. Сейчас попробуем это все реализовать. По-моему, идеально. Не совсем понятно. Вот здесь чуть-чуть мне не нравится. Возможно, сейчас мы подправим. Ну вот. По-моему, сейчас прямо огонек. Вам там чуть лучше видно. Мне, конечно, отсюда хреновенько, признаюсь вам честно. Поддон мне мешает туда залезть. Но, по-моему, огонь. По-моему, огонь. Решил 1,5 сантиметра будет достаточно. Вот так на нашу маркировку. Трудовик, наверное, убил бы меня за такие движения штангенциркулем. Взял обычный резиновый патрубок, туда засунул и вот так пилю. Сейчас вам покажу чуть-чуть. Уже 2 отпилил. Ну вот и все. Теперь он не будет цепляться, я думаю. Сейчас зальем воду, попробуем, проверим. Поплыло как из решета, друзья. Но не по центру, а по краям. Вот здесь с краешка и здесь с краешка. То есть, ну, просто подпаять надо. Перепаял еще раз, но не помогло. Все равно льется ручьем. Будем снимать радиатор, другого варианта нет. Но это уже завтра, потому что сегодня я уже отправляюсь домой. Принес вот такой чемодан ключей, так что Колхиде придется не сладко сейчас. К сожалению, маленьким ремонтом не обошлось. Сейчас скидываем радиатор, для этого поднимем кабину, осмотримся,
вниз его поднимать или вверх, пока еще непонятно. Но нужно обязательно его снимать, чтобы сделать. Опа! Поднял кабину. Что здесь вижу? Во-первых, тяга, которая держит его, так, радиатор. Ее снимем. Потом вот эти хомутики здесь специальные, видите, тоже. Это все нужно снять. И по сути, ну, открутить его. Вопрос еще вот с масляным радиатором здесь. И с диффузором. С диффузором я, наверное, не смогу его снять. Но сейчас буду пробовать. Потому что пропеллер, видите, мешает. То есть не все так просто здесь, что взял и снял. Ну, а так, в принципе, он должен бы вынуться. Но, наверное, вниз его проще вынуть будет. Освободил радиатор. В принципе, несложно. 8 болтиков и открутил диффузор, открутил жалюзи, вынул вверх и открутил масляный радиатор. Сейчас осталось 2 болта, которые крепят именно радиатор к раме с этой стороны и с той. И, в принципе, наверное, сможем его вниз опустить. Пробую. Вот так здесь выглядит пространство. Ну, вытащил. Первые косяки уже сразу видны, видите. Кто-то его уже паял. Слушайте, нормально я здесь запаял. Что ему не нравится-то? Еще у нас утечка где-то вот здесь, блин. Вот этот усилитель как снять, я не знаю. Он явно тоже припаян. Так, пытаюсь, нагрел снимать эту штуку. Пока не знаю, что-то стрёмно так как-то отскакивает она. Сейчас будем пробовать дальше. Насколько я понимаю, это усилитель радиатора, который не дает ему так ломаться на бездорожье. Где-то вот здесь у нас проблема. Да, судя по всему, вот здесь. Да, явно это проблема. Ну, мы, естественно, перепроверим все, прежде чем собирать. Но сейчас запаяем эту проблему. Ну, так это происходит. Наверное. Вот она, еще одна дырочка, видите? Идет сзади, а потом еще и там. Поэтому у меня все и плыло здесь.
будем проверять. Единственное, может быть, вот здесь добавить. Вот. Прям вот здесь вот может быть. Не знаю. Ну и припой закончился, блин, к сожалению, видите. Остатки роскоши, блин, больше нету у меня. Такой хороший. Ну, у него температура, низкое оплавление. Очень удобно им пользоваться. Ну вот, где-то добавил, где-то убавил. Но вроде бы нормальный результат. Сейчас радиатор наполняю водой полностью. И буду проверять утечка. Ну, то есть положу его горизонтально и налью воды. Налил воды. Появилось еще несколько утечек. Вот здесь. Вот. Вот здесь. Плохо запаял. И еще две вот здесь сверху. Сейчас буду пробовать их допаивать. Может быть, что-то получится. Ну, вроде есть результат. Нигде не плывет. Нигде не течет. Все как надо. Здесь тоже картонка вся сухая. Это я налил, когда заливал. Это кислота. Вроде нормуль, парни. Затратил полдня, скажем так, но есть результат. Подпаивал 3 раза. Прошло 1,5 часа, вернулся я с обеда. Все, вода как стояла, так и стоит. Нигде следов подтека больше нету. Все отлично, там тоже все сухо. Ну и по сути, я думаю, можно его пробовать впаивать обратно в усиливающий этот кожух. И я думаю, будет ходить. Даже если со временем появится какая-то маленькая утечка, она не будет критичной. Кстати, может кто-то узнал, это камазовский радиатор или все-таки оригинальный колхидовский? Тоже интересный вопрос. Пытаюсь осваивать эту систему крепления. Система дичайшая, блин. Такой бред. Там вроде бы уже припаял все. Сейчас вот здесь надо. Вот так сажусь на него. И сейчас, по идее, должен я нагреть. И оно все прилипнет. В теории. Ну вот, оно там расплавилось. Бля, вытекло все. Видите, перегрел. Сейчас остынет, посмотрим. Оно, в принципе, здесь вот держится много где. Вот так залил, оно остывает. Как бы вот эта часть вообще хорошо прихватилась, а здесь просто не хватает олова. Можно было все это заплавить, но у меня не хватает олова, к сожалению. Я уже все расплавил, что было. Решил подпаять еще нижний кронштейн, и вот со струбцины офигенно получается. Расплавляешь, потом струбцины поджимаешь, и оно прям вовнутрь туда. И вот и здесь точно будет держаться. И вот здесь суперски тоже хорошо залилось. Ну, а вот здесь как бы без гарантии. Да, тут вот я не совсем уверен. Но здесь получше. Ну, сейчас попробую отверткой колупнуть. Я же, по идее, отверткой не должен ее отрывать. Не, нормально. Вместе с медью, видите? А здесь? И здесь отлично. Но держится не по всей плоскости. Если бы у меня было достаточно олова, здесь бы желательно все залить. Вот, ну, надеюсь, будет держаться. Сходил, проверил его еще раз. Все отлично. Сейчас чуть-чуть передохну и буду пробовать его вставлять туда. Это будет, конечно, так себе задача, потому что мешают патрубки, мешает все. Ну, справимся, но я думаю, придется так помучиться чуть-чуть.
Ой, ни хрена. Бля, какая-то дичь. Честное слово. Пробую сверху его запихнуть. Если после этой установки радиатор выживет, то это будет успех. Two hours later. Почти. Сейчас диффузор хрен одену. Бляшки, где? Ай. Повезло, все, на месте. Задрал руку. Ну, так, в основном без потерь. Собрал я всю обвязку радиатора, диффузор. Меняю патрубки вот здесь. 2 патрубка нужно будет поменять, потому что очень страшные. Огромнейшее спасибо компании Техник, которая периодически нам помогает с силиконовыми патрубками, хомутиками. Мне не нужно бегать в магазин, тратить большие деньги. А всегда есть у нас, ну, что-то, что можно подобрать. Так что компании Техник огромное спасибо. Ну, а вы, друзья, обращайтесь, если увидите товары именно компании Техник, то обязательно покупайте Техник. Здесь немного заколхозил, друзья. Другого варианта нету. Этот слишком тонкий, нижний слишком толстый. И вот пришлось вставлять еще вставку силиконовую. Ну, не знаю, такой колхоз будет ли держать. Как бы... Я так не делал никогда. Ну, патрубок еще наверх, еще один. Ну, может и будет нормально. Я так поджал его, он, в принципе, вжался хорошо. Ну, посмотрим. Это мы убираем. А нормальные хомуты сейчас поставим. Патрубки здесь такие, вы знаете, надежные. Я люблю такие патрубки, советские еще. Они, чтобы порвались, это я не знаю, что надо. Советских патрубков 2 варианта. Либо они... рвутся сразу. Вот ты купил машину, и они все уже порваны. Либо они ходят очень долго. Все готово. Все закрепил. Все четко. Все надежно. Сейчас можем залить воду, по сути. И я уже отправляюсь домой. Целый день у меня ушел на ремонт радиатора. Завтра займемся гидравликой. Когда ставил, пробил радиатор. Да, теперь я начинаю понимать советских водителей, которые ездили на Колхиде. Чуть-чуть начинаю. Вчерашние эмоции по поводу Колхиды остались за кадром. Сегодня с хорошим настроением мы начинаем опять снятие нашего радиатора. А теперь я понимаю советских водителей, которые не совсем хорошо отзывались об этой машине. Действительно, не совсем все удобно сделано, хотя радиатор снимается быстро, но... Вчера, вложив душу в перепайку радиатора, получил очень нехороший такой знак от Колхиды, блин. Но ничего страшного, возможно, это было связано с моим рукожопством, так что все нервы берем в кулак и разбираем заново наш радиатор, снимаем его. Снял я нашего пациента, тоже не без приключений, блин. Не мог вытянуть, но вытянул. И вот такой здесь разрыв у нас. Это чисто моя ошибка, конечно, тут понятно. Сейчас вырежу здесь и там. Я видел, что профессионалы именно так вырезают соты. Здесь паять не получится. Вырезал поврежденную вот эту вот одну соту. И вот там тоже вырезал. Залил воду, проверяю. Ну, не плывет. Наверное, удача. Но вы знаете, быстро запаял, то есть, возможно, даже у профессиональных радиаторщиков уже настолько набита рука, что для них это вообще не проблема. Да, когда ты паяешь там первый раз, но это не первый раз, я в детстве тоже паял радиатор на тракторе МЗ. Но все равно, как бы, ну вот, такая работа тонкая достаточно, очень тонкая. Все, это был последний болтик крепления радиатора. И сейчас будем заливать воду, надеюсь на успех. Ну и с хорошим настроением мы это будем делать. Капает с крана, не работает кран как надо, и
Поплыла с патрубка с силиконового, который мы ставили новый. Но чуть-чуть поменял положение хомута, и все стало на свои места, все нормально. В общем, по крану только есть утечка. Но я его уже зажимал как можно, он все равно... Ну, там капает вообще мелочевка, фигня. Он даже потом нагревается и перестает капать. И следующая задача, которой мы займемся, это гидравлика. Нам нужно попробовать испытать гидравлику. Начинаю заниматься гидробаком. Вот у меня есть такой бак. Но он маленький, однозначно маленький. Литров 7 его объем. Он будет маленький. Поэтому решил взять зиловский ресивер. И сейчас здесь сделаем горловину. Сделаем вход-выход. Я думаю, он будет служить. Поставим его вверх ногами, потому что снизу здесь обычно они проживают. И вот видите, уже шуруп был закручен. Такое вы сможете увидеть только на канале Custom Truck. Нарезаем резьбу. Ну, не совсем прям идеально, но самое главное, что накручивается и все будет работать. Я провел уже необходимые здесь подготовительные работы, зарядил Makita. Также изготовил вот такой штуцер на обратку. Сейчас гайку приварю сюда, вот к этому выходу, и у нас будет сюда заходить обратка. Половина будет примерно вот здесь. Здесь обратка. Ну и заборник. Заборная труба будет вот в таком виде. Это такого же диаметра, как и та заводская. То есть она будет где-то здесь вот тоже размещаться. Ну там я уже по месту прикину. Сейчас сверлим отверстие для заливной горловины. Блин, так и знал, что провалится туда. Makita сила. Глаза. А сейчас, друзья, мы с вами из сварочного цеха переместимся в сборочный и примеряем наш ресивер. Блин, ну почти идеально. Сюда маслица, сюда шланг войдет. Вот это немного будет мешать нам. Вот так вот его можем отодвинуть еще. Там у нас по шпилькам есть зазор. Шланг обратки у нас вот здесь. Так. Нам нужно его вкрутить вот сюда. Вот. Ну, немножко длинновато получается. Ну, я думаю, что-нибудь тут можно придумать. Это не сильно страшно. Ну, и надо как-то примерить нам вот эту еще трубку. Ну, типа вот так. Вот. Было бы классно. Много трубка коротковатая, или все-таки ее надо вывернуть чуть-чуть туда. У нас ресивер глубже стоит. Вот. Тогда шланг будет нормальный. Вот так. Вот. Ну, все отлично. Да, здесь должен быть еще фильтр на гидравлику. Я знаю, вы обязательно это мне напишите. Здесь гидравлическая система не используется постоянно. Раз там сколько времени нужно поднять этот кузов, поэтому я думаю, проблемы с этим нету. Вот, так что сейчас ставим все обратно и будем собирать всю конструкцию, обварим и соберем все. Проварил я все аккуратненько, мощно, все шпильки наши, прокрасил черной красочкой и в принципе мы готовы к установке. Также заварил эти отверстия. Вот, купил гаечек. И гайки будут с двух сторон. И соответственно это даст нам жесткость. Закрепил бак. Сейчас осталось хомутик, пробку, масло и вот этот шланг тоже нужно закрепить. Его нужно еще обжать. И в принципе можем заливать масло, испытывать систему. Масло заливаю обычное, тракторное. У нас как раз были запасы.
Спасибо нашим зрителям. Маловато там на дне, надо добавлять. Вот такой уровень масла у нас. Ну, посмотрим, потом дольем, если что еще. Все, наверное, да? Можно пробовать запускать мотор. Спонсором аккумуляторов у нас будет КРАС. Носим аккумуляторы. Запустился мотор нормально, но сейчас забыл включить зажигание. Включу зажигание, чтобы зарядка пошла. Выкидывает воду лишнюю, потому что неправильно сделано. Полную набираешь, расширительный бачок, не видно, когда он наполовину наполнен. Все, включаю ком. По-моему, что-то происходит. Мне не видно, к сожалению, но у нас нету пальца одного в той части кузова. Вот здесь он есть, а здесь нету. Его бы вставить сюда, конечно, не мешало бы. Но он может отвалиться, ненадежно. Временно одолжим ДТХи. Главное, чтобы мне потом не забыть, что я его сюда прикрутил. Иначе я его точно потом не найду здесь. Так, все. Слушайте, ну работает. Как вам самосвал, а? Ну прикольно вообще. Но у него очень высокий, угол вот этот атаки, очень высоко поднимает. Сейчас покажу вам, трехштоковый цилиндр у него, очень такой он, видите? Еще вот этот шар, я знаю, вырывает, и там тоже бывает вырывает. Ну а здесь вот такое у нас состояние. Защитная палка есть. Куда она ставится, интересно? Типа просто так вот, да? Её нахрен. Ну а здесь, видите, теперь можно обслуживать удобно все это дело, да? Коробка, раздатка, все здесь доступно вполне. Ну, в целом, мне кажется, это нормальный результат. Чтобы выгрузить на эту сторону, то нужно здесь пальцы фиксировать, и он будет на эту сторону прокидывать. Поднимает он, правда, чуть-чуть газку даешь и начинает поднимать. А так не поднимает на холостых. Да, колхида совсем другая теперь. Ну классно, что тут скажешь. Прикольно, прикольно. Гидравлика — это тема, конечно. Нравится, нравится, как это все работает. Ну здесь вот наш, видите, кардан. Блымает. Это тормозной кран. Да, братка. Пропускает. Сейчас еще попробую опустить.
и поднять, сколько это времени займет ради научного эксперимента. В принципе, быстро, но, видите, нужно подгазовывать. Не знаю, напишите, кто опытный гидравлист. Вот если 32-й насос, должен ли он на холостых поднимать. Но здесь как бы у нас прямого нету контакта, и все идет через кардан. И, возможно, там обороты меньше у этого насоса. Ну, подскажите, как это нормально? Вот он поднимает. Ну, мне кажется, он должен все-таки мощнее чуть-чуть. Возможно, чуть-чуть насос подношен или еще что-то. Ну, а в целом, система интересная. Ну и самое главное, что она работает. Друзья, на этом все. Огромное вам спасибо. В этой серии мы, в принципе, сделали уже основные системы на нашей Колхиде. Ну и машина радует, это однозначно. Хотя в начале видео, ну, можно сказать, даже в середине видео, я уже просто, нервы были на пределе. Но слава богу, что села камера, и эти эмоции вы не слышали. Но просто я устал от этого радиатора, он меня выбесил. Во-первых, все руки сбиты, комары кусают, ну, сами понимаете. Все, еще раз огромное спасибо. Желаю, чтобы у каждого из вас на жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ и всего вам, друзья, самого наилучшего. Всем пока.